go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические наушники от компании Intuaura стоимостью $159. И приходят они в большой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники и указано название этой модели, а именно Balance. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с композитной диафрагмой DLC плюс пик, но чувствительность составляет 125 дБ, и они получили сопротивление 18 Ом. Поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Гарантийная карточка. Мешочек для хранения наушников. Ну и два набора силиконовых амбушюр. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из темной смолы и имеют очень приятное абстрактное оформление лицевой панели, где находится логотип компании и надпись Luna. А тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и имеется гравировка с маркировкой канала. Но поскольку внутренняя часть у них слегка прозрачная, то вы можете увидеть тот самый динамический драйвер. И, конечно, особое внимание здесь привлекает нетипично крупное акустическое отверстие, защищенное металлической сеточкой, да и звуковод у них довольно длинный и имеет диаметр 6 мм, и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр, и, конечно, был защищен черным фильтром. Но сидят в ушах эти наушники очень хорошо, поскольку они небольшие, анатомически выполнены правильно и имеют длинный звуковод. И благодаря этому мы получаем как плотную и реально глубокую посадку, так и отличную звукоизоляцию. Но приобрести динамические наушники Intuaura Balance вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Intuaura Balance. Эти наушники имеют небольшое усиление низких частот на 6 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины на 3 кГц здесь идеально соответствует моему таргету, поэтому для меня эти наушники в этой области точно не звучат излишне энергично, да и высокие частоты тут, как для динамических наушников, очень даже хороши и лишь плавно затухают уже после 13 кГц, что является хорошим результатом. И как вы понимаете, друзья, здесь мы имеем отличный пример сбалансированного и очень нейтрального тюнинга, поскольку это точно не басхедные наушники, но и при этом они не яркие на высоких частотах и не энергичные в области верхней середины. У них же наоборот подача такая довольно теплая и взрослая, ничего излишне здесь не акцентировано, и такие наушники реально просто очень приятно слушать продолжительное время, и свое название Balance они действительно оправдывают. Но давайте все же сейчас лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках сразу дают нам понять, что эти наушники сделаны не для басхедов, а для тех, кто ценит аккуратность и контроль. Бас здесь подается сдержанно, в умеренном количестве и без намека на какую-либо избыточность. И в своей подаче он скорее легкий и прозрачный, чем сверхплотный и массивный. И у меня даже есть такое ощущение, будто он специально был слегка ослаблен, чтобы не отвлекать все ваше внимание от середины и общих деталей в музыке. И сразу скажу, что саббас здесь не уходит слишком глубоко. То есть это не тот случай, когда вы чувствуете вот эти физические телесные вибрации или массивный фундамент по трекам, поскольку здесь его глубина обозначена мягким и очень деликатным намеком, чем реально какой-то мощной массой. И такой саббас создает легкую основу, добавляя звучанию цельность, но не дает давления или вот этого фундаментального гула, как уже в более басовитых наушниках. И именно за счет вот этой деликатности звук остается на выходе воздушным и легким, а не тяжелым и густым. Ну а мидбас в этих наушниках
наушниках это уже более активный диапазон, поскольку он собранный, достаточно быстрый, с короткой и четкой атакой. Удар не наваливается на вас какой-то тяжестью, а чувствуется как очень такой аккуратный ритмический акцент, который подчеркивает драйв и энергию композиции. Ну а бочка звучит сухо и упруго, а бас-гитара разборчивая и без лишнего веса. И в быстрых жанрах такой мид-бас уверенно держит темп, не сливается в кучу и не превращается в какую-то кашу. А в более спокойной музыке он уже способен мягко заполнить фон, добавив легкий объем и ощущение плотности, но при этом оставаться прозрачным и контролируемым в своей подаче. Ну и несмотря на некоторую сдержанность этого диапазона, текстурность здесь тоже радует, поскольку вы чувствуете как форму, так и движение, так и динамику баса, и этот бас не превращается в какой-то бесхарактерный фон, поскольку в нем различаются очертания ударов, ощущается упругость и естественность затухания, и все звучит плавно, без жесткости и без какой-либо рыхлости, но при этом живо и музыкально, и даже на высокой громкости хорошо сохраняется контроль, никакого гула, никакой смазанности, и этот бас всегда остается дисциплинированным и аккуратным, и в итоге низкие частоты Winto Aura Balance можно описать как легкие, чистые и сбалансированные. Они не стремятся здесь впечатлить вас какой-то безумной глубиной или мощью, но радуют своей аккуратностью, естественностью и хорошей динамикой. И такой бас идеально подойдет для тех, кто ценит плавное и ясное звучание без перегруза, но с правильным чувством ритма и музыкальности. Но средние частоты в этих наушниках звучат очень естественно и музыкально. Они нейтральные и с легким теплым оттенком, который делает композиции уже более приятными для слуха и добавляет им телесности. Вокал здесь мягкий, выразительный, мужские голоса в своей подаче плотные и бархатистые, а женские легкие, воздушные и как бы пластичные. И самое главное, что все без резкости и напряжения. И благодаря этому сразу ощущается, что музыка здесь живет и дышит, а не звучит как-то сухо и излишне технически, как уже в более мониторных моделях. И особенно мне нравится, как красиво и цельно раскрываются инструменты в этом диапазоне. Например, струнные в классике звучат очень плавно и музыкально, а фортепиано имеет достаточный вес и очень естественный тон. Ну а духовые инструменты звучат мягко, но читаемо. И в целом эта середина создает впечатление собранного и цельного звучания, где каждая нота и аккорд занимает свое место в пространстве, и при этом все воспринимается очень гармонично. Ну а переходные процессы, несмотря на использование только одного динамического драйвера, отрабатываются довольно уверенно. Атака плавная, затухание мягкое и естественное, без размазывания или какой-либо лишней рыхлости. И благодаря этому музыка остается живой и динамичной, а инструменты и вокал ощущаются уже более собранными, да и ритм поддерживается уже куда более органично. Хотя, безусловно, я должен отметить, что это не сверхразрешающая подача, но вполне ясная и детальная там, где это нужно. И в итоге середина у Winto Aura Balance — это теплая, насыщенная и естественная подача с правильными тембрами и гармоничным балансом. Она делает звук более живым, собранным, позволяя музыке звучать уже более естественно, эмоционально и приятно, без усталости даже при длительном прослушивании. Ну а высокие частоты в этих наушниках звучат очень аккуратно и зрело, то есть это точно не яркий верх, который пытается прям выделить каждую деталь и делает звук уже более аналитичным, но и не темные, придавливающие или теряющие нюансы. Как по мне, они скорее ровные и сбалансированные, аккуратно подчеркивают микродетали, но делают это очень естественно, без какого-либо лишнего блеска. И благодаря такой подаче тарелки и хай-хеты звучат чисто и прозрачно, но не режут ваш слух и не бросаются прямо на первый план, а как бы очень органично вписываются в общую картину. Ну а техничность, безусловно, у этих наушников хорошая, но отмечу, что без какой-либо рекордной детальности, как уже у более серьезных гибридных моделей. Но для динамических наушников, поверьте мне, она более чем достаточно, поскольку вы можете легко услышать как форму удара, затухание нот, так и нюансы вибрации струн и даже легкий шелест на фоне. Но все это подается очень плавно и музыкально, поскольку этот верх не пытается высветлить композицию или создать какую-то искусственную ясность, а наоборот, он аккуратно добавляет пространство, прозрачность и легкость, делая звучание в этих наушниках уже более завершенным и цельным. И как раз таки благодаря такому верху музыка ощущается уже более гармонично, поскольку он связывает низкие и средние частоты, добавляет воздушность и небольшую свежесть, но не портит ровный баланс этой модели. И звучание на выходе получается взрослым и комфортным, без утомляющей яркости и без какой-либо скучной тусклости. И в итоге высокие частоты Winto Aura Balance — это ровно
ровный и спокойный музыкальный верх, который аккуратно подчеркивает детали и делает звучание максимально завершенным. Он не утомляет ваш слух, не тянет на себя все внимание, но при этом делает композицию прозрачной и цельной, органично завершая общую концепцию звучания этих наушников. Но звуковая сцена в этих наушниках ощущается очень естественно и приятно. Она не сверхширокая, не перегружает пространство, но при этом создает комфортное ощущение глубины. Инструменты располагаются на разных планах, а вокал всегда остается четко на своем месте по центру, отчетливо выделяясь, но при этом он не кажется отделенным от музыки, поскольку все звучит цельно, спокойно и очень гармонично. Ну а ширина сцены в этих наушниках умеренная, поскольку здесь достаточно воздуха, чтобы композиция как бы не выглядела плоской и без какого-либо искусственного растягивания. И, например, каждый инструмент слышен отдельно, их партии легко различимы, и при этом общая картина остается слитной. И даже в сложных треках уже с большим количеством инструментов сцена остается очень организованной, ничего не сваливается в одну кучу и при этом не теряется, а переходы между планами плавные и естественные. И благодаря такой подаче у вас создается ощущение живой музыкальной сцены, поскольку музыка ощущается объемной, но при этом сохраняется ее собранность, а инструменты располагаются очень логично, и даже есть легкая глубина и прозрачность, но без лишней какой-то широты или характерного эффектного размаха. И в итоге звуковая сцена Vinto Aura Balance — это комфортное живое пространство с умеренной шириной и глубиной, где каждый инструмент и вокал занимает свое место, а музыка остается цельной и очень естественной. Ну а вывод у меня получился таков: Vinto Aura Balance — это динамические наушники для тех, кто ценит аккуратное, сбалансированное и очень музыкальное звучание. Они не стремятся поражать вас безумной массой баса или сверхразрешением, но зато каждый диапазон подается очень естественно и гармонично. Низкие частоты умеренные, довольно собранные и упругие, а середина теплая, насыщенная и музыкальная. Ну а верх прозрачный, аккуратный и зрелый. А их звуковая сцена создает комфортное ощущение пространства с умеренной шириной и глубиной. И как по мне, Balance действительно оправдывают свое название, поскольку они дарят вам ощущение максимально естественного, гармоничного и музыкального звучания, где каждая композиция раскрывается комфортно, эмоционально и очень приятно. И от себя эти наушники смело рекомендую к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.